Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Неожиданно торговое разногласие между Соединенными Штатами Америки и Европой выходит на новый уровень. Сегодня Дональд Трамп заявил о возможном введении пошлин, внимание, до 200% на французское вино и шампанское. И становится очевидным, что торговое решение все чаще используется именно в политическом контексте. И это еще не все. В Берлине канцлер Фридрих Мерц официально указал на потенциальные риски для экономики Европейского Союза. А в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен обозначила позицию Европы в рамках текущей дискуссии. И напоследок, в Германии фиксируется снижение доверия к правительству, рейтинги коалиции Мерца уменьшились, а внутри страны усиливается общественная обеспокоенность вопросами цен, жилья и динамики доходов. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о возможном введении пошлин в размере 200% на французские вина и шампанское в случае, если Париж не поддержит инициативу Вашингтона по созданию Совета мира, предложенного как формат международного взаимодействия. Сам Дональд Трамп объяснил это так. Он хочет, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к его инициативе. Когда Макрон отказался, Трамп заявил, цитата, «Я веду 200% тариф на его вина и шампанское, и он присоединится». Но ему не обязательно присоединяться. Это рассматривалось как инструмент влияния на отдельный сегмент экономики. Франция отклонила предложение. Источник в Елисейском дворце подтвердил, что Париж не намерен вступать в эту структуру, поэтому угрозы с тарифами считать неприемлемыми и неэффективными. Это официальная позиция, которую Париж уже передал через СМИ. Такое событие кажется странным, но торговые войны с использованием алкогольной продукции на самом деле имеют историю. Напомню, в 1990-х, 2000-х годах Соединенные Штаты Америки уже вводили высокие пошлины на европейские вина и шампанское в ответ на торговые споры. Например, из-за авиастроения и сельского хозяйства. Усилия Брюсселя тогда были направлены на защиту экспортеров от ответных тарифов, и частично эти меры были урегулированы через ВТО. Однако обсуждаемая мера в 200% выходит за рамки торговой защиты и затрагивает вопросы международных политических отношений. Я напомню, что сегодня в экономическом измерении Франция – это крупнейший поставщик вин в Соединенные Штаты Америки. И этот экспорт приносил значительные суммы. По данным торговых отчетов, французские вина и шампанские возятся в Соединенные Штаты Америки на сотни миллионов долларов ежегодно. Если угроза Трампа воплотится в пошлины, это может сильно удорожать французский экспорт на американском рынке, что отразится на доходах производителей и торговом балансе. Но есть нюанс, что последние месяцы Трамп также заявлял о возможности повышения тарифов на промышленные товары из Германии, Франции и других стран Европейского Союза, что вызывает обеспокоенность в Брюсселе и Берлине. В ЕС считают, что такие шаги недружественные, потому что они превращают торговые инструменты в средства политического давления. Тон меняется, Франция в официальных комментариях подчеркивает, что подобные заявления считают неприемлемыми и указывает на недопустимость использования торговых пошлин в качестве элемента внешней политики. При этом в европейских экономических кругах считают, что если подобные меры все-таки будут реализованы, это даст стимул для введения европейских ответных тарифов на американские товары. То есть от зерна до техники, что соответственно раскрутит торговую напряженность на новом уровне. Исторически Европа и Соединенные Штаты Америки часто спорили о торговых барьерах. В 1990-е годы такие конфликты касались самолетов и сельского хозяйства, как я сказал, а Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки приходили к компромиссу через международные органы. Сейчас, когда политическая повестка все больше переплетается с торговлей, такие конфликты становятся сложнее и дороже для экономики обеих сторон. Прямо сейчас на фоне угроз в Брюсселе усиливается дискуссия о том, нужно ли создавать независимые европейские механизмы защиты от односторонних американских шагов и как минимизировать влияние внешней политики на экономические отношения. Это не только про французское вино или американские пошлины, это и про то, как изменяется характер трансатлантической торговли в 21 веке и кто будет диктовать правила дальше. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Прямо сейчас на глазах зафиксирован рост критического отношения к правительству, сформированному черно-красной коалицией, и этот показатель достиг максимальных значений за последнее время. Согласно свежему опросу, поддержку федерального правительства Мерца сейчас выражает лишь около, внимания, 30-32% населения, тогда как в прошлом году этот показатель был на 10-12% выше.
Это сигнал о том, что доверие к действующей власти продолжает снижаться на фоне экономических трудностей и политических разногласий. Традиционно немецкие избиратели склонны поддерживать правительство в сложные периоды, если видят, конечно же, четкие результаты в экономике и социальной политике. Так было, например, в 1990-е годы после объединения Германии, так было и в 2008-2010 годы после глобального финансового кризиса. Тогда правительство Ангелы Меркель удержало высокий уровень доверия. Сегодня этот механизм работает иначе. Причины снижения рейтинга черно-красной коалиции связаны именно с накопленными управленческими трудностями и ощущением замедления социально-экономического развития за последние 2 года. Инфляция пережата, но реальный рост доходов остается низким. Цены на энергоносители остаются повышенными, жилищный кризис и дорожание аренды и кредиты съедают значительную часть доходов среднего класса. Эти экономические факторы в совокупности и отражаются в социальных настроениях. Особенно заметны такие изменения внутри самого электората. Традиционный центр, напомню, ранее поддерживавший ХДС, ХСС и социал-демократическую партию Германии СДПК, сегодня демонстрирует неопределенность в электоральных предпочтениях. Это отражается в разочаровании в способности правящей коалиции Фридриха Мерца проводить последовательную политику. Сигналы общественного недовольства находят отражение и в различных форматах в крупных городах, например, таких как Берлин и Гамбург. Чаще фиксируются публичные акции, связанные именно с вопросами арендных ставок и доступности жилья. В промышленности Германии растут опасения по поводу глобальной конкурентоспособности, особенно в автомобильном и машиностроительном секторах, то есть в 2 ключевых базовых отраслей немецкой экономики. Именно на эти вопросы черно-красная коалиция Фридриха Мерца ранее ориентировала свою повестку. Однако в последнее время результаты предпринятых мер воспринимаются обществом как недостаточно ощутимы. Намек прозвучал и от политологов, которые отмечают, что в подобных обстоятельствах снижение доверия правительства Фридриха Мерца – это результат не только оперативных ошибок, но и структурной проблемы немецкой политики последних лет, потому что руководство страны не смогло адаптировать модель управления к быстро меняющемуся миру, где сегодня на экономические вызовы накладываются и геополитические риски. Это становится заметно особенно в последнее время. Давайте вспомним с вами, как в начале еще 2000-х правительство Герхарда Шрёдера провело реформы рынка труда, которые, кстати, в итоге поддержали устойчивость экономики на десятилетия. Сегодня же аналогичных реформ не видно, по крайней мере, пока. Канцлер Фридрих Мерц с ХДС уже на днях официально признал, что части граждан кажется, будто государство отстает от реальной жизни. Но, тем не менее, он подчеркивает необходимость реформ в налоговой, жилищной, энергоэффективной политике, а также призывает к укреплению промышленности через инвестиции в технологии и инфраструктуру. Однако эти заявления пока не находят отражения в улучшении общественного мнения. Мы с вами это видим по результатам опроса. Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ситуацию на общеевропейском уровне, отметила, цитата: «Внутренние рейтинги в Германии отражают настроения, которые сложились в результате долгой истории экономических трудностей и геополитических потрясений. Сегодня Европа переживает непростые времена, и правительствам стран-членов Европейского Союза нужны четкие последовательные шаги, чтобы вернуть доверие людей». Конец цитаты. То есть появляется контекст, и фактически это признание факта, что недовольство в Германии – это часть широкой картины общеевропейского снижения доверия к традиционным политическим элитам. Таким образом, текущие электоральные расчеты показывают, что при существующих рейтингах любые инициативы по изменению формата коалиции или обсуждению досрочных выборов сопровождаются высокой степенью неопределенности, а снижение поддержки правительства усиливает позиции как левых, так и правых партий, что, как вы понимаете, усложняет предсказуемость будущих выборов и формирование устойчивого большинства в Бундестаге. Отдельно еще хочу отметить, что в истории Германии снижение популярности властей в периоды экономических затруднений часто предшествовало крупным политическим сдвигам. Сегодня все отчетливее отслеживается взаимосвязь между экономическими процессами и политическими решениями. И если доверие к правительству сейчас не восстановить через конкретный результат, это будет иметь, конечно же, последствия не только для текущей коалиции Фридриха Мерца, но и для будущей политики Германии в целом. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.